Вы когда-нибудь задумывались, что скрывают самые труднодоступные края планеты, и что если древние предания, которые мы привыкли считать выдумками, на самом деле основаны на реальности? Рассказ, который я вам расскажу, начинается как обычное путешествие в горы, но приводит к разгадке тайны, просуществовавшей половину тысячелетия. Представьте, что вы запускаете дрон просто ради красивых кадров природы, а вместо этого фиксируете нечто, что переворачивает вашу жизнь и открывает доступ туда, куда не смел заглянуть ни один человек. Этот кадр стал не просто удачной съемкой. Он оказался нитью, ведущей к разгадке легенды, от которой у любого дрогнет сердце. Что же увидел наш герой? Почему это вызвало такую яростную реакцию местных и какую тайну он случайно затронул? История, которую вы услышите, будет цеплять каждую минуту, не давая оторваться до самого конца. Элис всю жизнь мечтал совершить открытие, о котором заговорит мир странствия по неизведанным землям, давно стали для него не развлечением, а смыслом существования. Его очередной целью стали удаленные, практически незаселенные горы страны, о которой он знал лишь по пыльным манускриптам и старым мифам. Он приехал туда, вооружившись новейшим дроном, купленным за последние накопления, и рассчитывал получить уникальные, доселе невиданные кадры. На рассвете Элис запустил дрон, и холодный ветер, обжигая щеки, не мешал наслаждаться величественными картинами снежных склонов. Аппарат летел все выше, пока не достиг вершины, которую местные жители избегали. Внезапно картинка стала рваться, сигнал ослаб, и связь исчезла. Дрон пропал. Не теряя времени, Элис отправился туда, где видел последнее изображение. Чем выше он поднимался, тем сильнее в нем разрасталось тревожное предчувствие. На краю обрыва он увидел разбитый дрон, будто его разнесли ударом, а неподалеку стояла женщина в традиционной одежде и с яростью в глазах. Она кричала на непонятном языке, размахивая тонким посохом. Элис попытался объясниться, но в ответ получил лишь вспышку агрессии, а вскоре женщина схватила топор. Он едва успел отпрыгнуть и, используя снег как скат, съехал вниз по склону, удирая от опасности. Добравшись до подножия, он потерял технику и остатки уверенности, но остался жив, а главное, был уверен, что дрон успел загрузить данные в облако. Возвращение в город казалось бесконечным, но в гостиничном тепле он пообещал себе разобраться, что же вызвало такую реакцию. Ночью он открыл ноутбук и с облегчением увидел, что видео сохранилось. Он почти готов был лечь спать, когда раздался тяжелый, зловещий стук в дверь. Элис открыл ее и увидел мужчину в военной форме без знаков, с мрачным взглядом. Незнакомец молча протянул лист. В нем было требование немедленно удалить любой материал о горном массиве Карнхолл и покинуть регион в течение суток без подписей, без печатей. Только угроза. Элис, дрожа, вернулся к ноутбуку и снова запустил запись. Сначала ничего, обычные снега. А затем камера неожиданно захватила странную структуру. Каменная арка, погребенная под льдом, испещренная неизвестными символами, комбинирующими латинские элементы с чем-то еще более древним. Она явно была возведена разумными существами. Но самое странное, у арки стояла высокая фигура в темном плаще, которая исчезла не уходя, а будто растворившись в воздухе. В тот же момент дрон потерял управление. Элис понял. Он увидел то, о чем ему не позволено знать. Ночью он спрятал флешку за панелью кондиционера и тихо покинул гостиницу. Он направился к человеку, известному в округе как сумасшедший старик, бывший археолог Ардан, который некогда заявил о существовании предтех цивилизации, за что был изгнан из научного сообщества. Ардан долго рассматривал снимки, а затем сказал, что ждал этого дня.
Но Элис совершил ошибку. По его словам, арка была не памятником, а вратами, созданием, которое само выбирает, кого подпускать. Именно поэтому женщина так яростно реагировала. В этот момент за окном мелькнула тень, а затем дверь с грохотом распахнулась. В дом вошел тот самый военный, только теперь его глаза были совершенно черными. Элис и Ардан еле успели сбежать, укрывшись ночью в старой хижине. Старик объяснил, что это не человек, а хранитель, один из 3 существ, поставленных сторожить врата со времен исчезнувшей цивилизации. На следующее утро Элис попытался дозвониться знакомым ученым, но едва произнес слово «Карнхолл», как разговоры обрывались. Он решил вернуть флешку, но весь этаж гостиницы, где находилась его комната, был выжжен. Только один этаж будто прожжен изнутри. Но флешка чудом уцелела. На улице раздался низкий вибрирующий звук, словно горы издавали предупреждение. Показалась машина без номеров, из которой вышли 2, включая того же хранителя. Только теперь его лицо стало гладким, похожим на маску без глаз. Элис убежал к хижине Ардана, но нашел ее пустой, с вырезанным в полу символом, кругом с треугольником внутри. Он понял, возвращаться назад бессмысленно. Единственный путь — снова в горы. Через 2 дня он стоял перед аркой. Снег вокруг будто сгущался, воздух был странно неподвижен. На поверхности арки появились новые знаки, словно она реагировала на его присутствие. Когда Элис коснулся камня, земля содрогнулась, и все исчезло. Оказался в темноте, окруженный голосами на незнакомом, но почему-то понятном языке. Один голос сказал, что он избран, а истина не должна быть явлена людям. Когда он очнулся, снег исчез, часы остановились, а мир замер. Арка пульсировала тенями. Сзади появился Ардан, но его глаза были пусты, как у хранителя. Он поднял руку к небу, где сквозь облака пробился луч света, и Элис увидел гигантский черный корабль. Ардан объяснил, что именно та древняя цивилизация построила врата и оставила хранителей, а теперь пробуждается. Из арки вышло полупрозрачное существо, лишенное лица. Оно коснулось груди Элиса, и он услышал голос. Он — носитель и должен поделиться увиденным, иначе погибнет. Вспышка показала ему видение — подземный город с сотнями таких же арок, судьбу исчезнувшего народа и войну, разрушившую их мир. Арка была не проходом, а печатью, удерживающей угрозу. Осознав это, Элис сделал снимок и бросился прочь. Он добрался до ближайшего поселения и связался с журналистом из Швеции, Ингаром. Они встретились в заброшенном ангаре. Элис передал карту памяти, но заметил у Ингара темные зрачки, такие же, как у хранителя. Журналист спокойно сказал, что Элис исполнил свое предназначение. Все погрузилось в темноту. Когда Элис очнулся, он был в белой комнате без дверей. Перед ним висел экран, на котором проигрывалось видео дрона. Там он видел то, чего раньше не замечал. Под аркой скрывался огромный город. Голос сказал, что он разбудил тех, кто спал. Затем экран показал кадры арок по всей планете. Он был не первым, кто столкнулся с ними. Но белая комната распалась, и Элис снова оказался в лесу у арки с рюкзаком и рабочим телефоном. На его камере не осталось ничего, кроме одной черно-белой фотографии, где он стоит перед аркой, хотя он точно не помнил, чтобы кто-то его снимал. Вернувшись домой, он попытался найти Ингара, но такого журналиста никогда не существовало, а фотографии арки пропали из сети, оставив только пустые снежные склоны. Через неделю Элис получил письмо без обратного адреса. На открытке была нарисована арка с красной точкой и надписью
тебя предупреждали. Ночи стали пыткой. Ему снились арки, светящиеся города и фигуры из тени. А однажды утром над горизонтом вспыхнул красный сияющий столб. Элис понял. Арки по всему миру просыпаются, и остановить это уже невозможно. Он включил камеру и начал говорить, рассказывая все, чтобы хоть кто-то был готов. Потому что арка — это не проход, а предупреждение, и игнорировать его больше нельзя. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.